Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Вы на канале Таро и Леди. Да, вот у нас Таро на канале помогает леди с помощью меня. Итак, давайте сегодня сделаем такой расклад Таро для тех, у кого отношения в данной сейчас находятся на расстоянии. То есть, где вы сейчас не вместе, вас разделяет что-то. Давайте, это будет расклад коррекции. Вначале мы сделаем расклад онлайн-гадания, что у вас за ситуация. То есть отношения на расстоянии, что он скрывает. Есть ли у него что-то, что он от вас на расстоянии пытается скрыть. Вначале посмотрим расклад, какая у вас, то есть сигнификацию сделаем расклада, какая у вас ситуация на сейчас. Потом посмотрим, что скрывает. И сделаем коррекцию, если это будет необходимо. Так что работаем сегодня, девочки, над отношениями на расстоянии. Какая? Покажи мне. Тучи сгущаются, карты сразу показывают. Только начало отношений, тучи сгущаются. Только начало чего-то, уже тучи сгущаются. Так, покажи мне, какая ситуация у моих леди сейчас. Для кого это расклад? Карта ключ. Это говорит о том, что вы только открываете эту дверь, или перед вами открылась какая-то дверь, то есть, возможно, человек на расстоянии, потому что какие-то у него там перспективы, или это отношения, которые только начинаются. Да, у вас появился ключ открыть эти двери. То есть какое-то начало. Да, вот кажется, ключик у вас в руках, и вы открываете двери, да, или человек на какую-то работу уехал, на учебу уехал, находится на расстоянии, то есть он открывает дверь в своей жизни. Или у вас начало отношений. Смотрим дальше. Какая ситуация у вас на сейчас? Рыбы нам говорят о деньгах, об общении. То есть это расстояние, отношения на расстоянии. И расстояние, или это состоятельный мужчина, или он поехал за деньгами, или рассказывает вам об этом, или у вас очень много общения сейчас с этим мужчиной. Очень ваши мысли заняты этим мужчиной. Но почему-то сгущаются тучи. Возможно, вы сомневаетесь в этих отношениях. Возможно, какие-то новости пришли. Вы что-то узнали, что кардинально, скажем так, меняет ваши отношения к этому мужчине. Возможно, у него какие-то неприятности. Да, тучи повторились. Карта гадалки нам говорит о том, что вы не зря пришли на этот расклад ко мне. Вы хотите узнать, и вам будет открыто. То есть это говорит о том, что именно я сейчас важна в вашей жизни.
Это не случайный расклад. На самом деле вы женщина уверенная в себе, знающая, к чему стремитесь. Четко понимаете, что вы хотите от этих отношений, от жизни, по жизни хотите. У вас серьезная позиция. Также эта карта может показывать о том, что у вас уже есть какой-то базис, возможно, дети есть. Ну, вы на коне. Вы не просто молодая, беспечная. Нет. У вас есть к чему стремиться, ради кого стремиться, кроме мужчины. Так, еще одну карту мне покажи, сигнификацию. И потом приступим, что же он скрывает и скрывает ли. Да, какая-то змея подкралась в ваши отношения. Притом данная карта показывает, что эта змея не с улицы, скажем так, да, это домашняя змея, то, что казалось, или ситуация, которая оказалась нормальной, стабильной, да, оказалась змеей. Возможно, это кто-то из родственников, кто-то в доме, его доме, у него на работе. Змея подкралась, неприятности. Вот такая ситуация у вас на сейчас. Теперь давайте возьмем колоду Таро и сделаем расклад, что он скрывает и что вообще происходит. Почему змея? К чему это? Так, почему мы возьмем колоду Таро? Потому что Ленорман невозможно делать коррекцию, да, невозможно убрать препятствия. Колода Таро стандартная, она дает советы, чтобы мы обошли плохие ситуации, да, и ее можно к тому же корректировать. Я могу. Так, смотрим. Ну, карта юстиция нам говорит о том, что вы или он сейчас находитесь в состоянии, когда взвешиваете, вам важно и хотите принять какое-то серьезное решение. Давайте посмотрим, по поводу чего это решение. Что взвешивает. У кого-то из вас разбитое сердце, буквально. То есть вот этот выбор, это взвешивание. Возможно, вы думаете, стоит ли продолжать эти отношения, стоит ли в них окунаться, стоит ли эта поездка того, чтобы быть не вместе. Выдержите ли вы это испытание расстоянием? Будет ли нести, если это новые отношения, радость? Да, принесет ли это что-то по судьбе? Вот что вы взвешиваете. Нужно ли их продолжать? К чему это все? Шестерка кубков вам говорит, что на одной чаше весов стоят дети. Возможно, это буквально дети ваши. Конечно, гипотетически, возможно, и его дети как-то влияют на ваши отношения. Или это общая карта и говорит о том, что для вас очень важно дети, если у вас их еще нет. Вы хотите полноценную семью, а на расстоянии сложно определить, да, то есть будет ли перспектива этих детей. То есть ситуация сильно связана с детьми, имеющимися, планирующимися.
но как-то он пассивно. Ну как, вот он показывает свое сексуальное влечение, но вот только по пажу, да. Ну, есть король, есть туз, но он как-то, ну, во-первых, скорее всего, секса у вас сейчас нету, да, или есть, но очень мало. Не проявляет такого яркого сексуального влечения к вам. Почему? Ну, понятно, расстояние, но не говорит о желании вас. Королева кубков. Ну, видите, но он вас видит женщиной, видит вас женщиной, то есть он испытывает к вам чувства, пусть не сексуальные, но, возможно, это даже хорошо. То есть он ценит вас выше ваше духовное начало, ваши ценности, ваши взгляды на жизнь. Что-то больше вас держит, чем плотские желания. Так, хорошо. Что скрывает он? И скрывает ли он что-то? Он скрывает что-то? Смотрим. Да, он скрывает. Он вот буквально защищает свою ту жизнь, в которой он сейчас находится. Может не рассказывать реальность, кто он на самом деле, где он на самом деле, не рассказывать, что у него происходит. Вот такой вот он серьезный забор, да, построил. Может, буквально защищает что-то, да, по работе. То есть, правда, вы не знаете, что происходит в его жизни. Он делает все, чтобы вы не знали эту правду. Ну, и он еще скрывает, что он еще не планирует к вам ехать. У него есть перспективы, какие-то планы на ту жизнь, в котором, на то место, где он сейчас находится. Ему нужно там что-то или доделать. То есть это не быстро, если он вам говорит, что я вот появлюсь, то на самом деле планы его другие. Почему так? Ну, как-то это связано с картой мира. То есть как-то или буквально значимая его работа для мира. Ну, мир это не только мир, это и планета, там, та территория большая, в которой он находится. Или это может говорить о том, что карта, вы понимаете, расклад общий, карта говорит о том, что там, где он находится, в том миру, он гармонично себя чувствует. Он пока не видит того, чтобы вы были там. Ему пока там лучше. Он, видите, защищает, он строит планы на то место, где он находится. Что будет? Ну, он вам рассказывает, это иллюзии, что он не может приехать. Или то, что он вам рассказывает, это не совсем правда, да? Он вам рассказывает там, что все будет и в золоте, и люблю, и целую, и вот еще чуть-чуть. Это не так. Как бы звезда с неба. Мы спросим совет карт, что делать. Притом, как бы там он, если у вас он, смотрите, выпадал пажом жезлов, да, это сексуальная карта, то там он, где он находится, у него,
возможно, есть даже какие-то сексуальные отношения. То есть там он себя преподносит как свободного человека, желающего женщин. А что он чувствует к вам? Для чего вы ему? Ну, буквально он хочет вас покорить деньгами. Для денег. Он стремится заработать денег. Он не видит он пока отношений, пока он не закрыл какой-то финансовый вопрос, не решил. Да, он боится вас потерять. Он боится, что из-за всех этих обещаний, разговоров, которые происходят, из всех эмоциональных событий, которые происходят, что вы уйдете, что он не дорабатывает, что он не дотягивается до вас. Но он старается, он показывает свои эмоции. Он вам говорит, что вас любит, что он делает это все для вас. Ему тяжело на самом деле. Ему тяжело выйти из той ситуации, в которой он находится. Угу. Ну вот просто сильно его держит ситуация. Он готов с ней покончить, все порвать, но не может. Карта смерть выпадает. Не в смысле, что он там умирает, а это говорит о том, что он пока не может это реально изменить. То есть он испытывает к вам чувства, да, вот королева, вы его кубков, да, но он пока не видит, как продолжать, как быть вместе, как преодолеть расстояние. Ну хорошо, что будет? Давайте посмотрим, что будет. Разбитое сердце у вас будет из-за этой ситуации. Но движение к вам будет. То есть после того, как будет разбито сердце, пройдет какое-то время, вы это ему покажете, да. То есть, возможно, эта карта говорит о том, что вы покажете, что или так, или никак, да. И тогда будет движение в вашу сторону. Ну, в смысле встречи, движение. Да, будет сексуальная встреча. Вы увидитесь. Покажи мне совет карт, как поступить моей леди в этой ситуации. Карты говорят, нужно поступать мудро. Что такое мудро? Нужно четко говорить, что вы хотите от этих отношений. Четко показать мужчине, что вы хотите. Как вы видите с ним будущее? Что вы видите его или не видите рядом? Что должно произойти? Вы должны ему об этом сказать. Да, четкие действия. Должен состояться конкретный разговор.
Потому что он сам не понимает, что в этой ситуации, видите? Он вот так вот по дурачку, как бы сам не понимает, так карта говорит о том, что он не понимает, что вы думаете, что он чувствует. Редко я советую ставить мужчину перед выбором, но именно в этом раскладе, именно так карты советуют. Да, если вы покажете те планы и свои чувства к нему, и то, что вы испытываете, ваши тревоги, то все закончится хорошо. Очень хорошо. Еще одну карту. Видите, вам нужно перетянуть ситуацию на свою сторону. Да, вам нужна такая борьба. Хорошо, этот мужчина вообще, он, если это были новые отношения, стоит ли за него бороться? Он как для вас? Да, карты говорят о том, что нужно работать над этими отношениями, и будет хороший урожай. Вот видите, вы посадили, оно зреет, и будет хороший урожай. Хорошо, девочки. Давайте посмотрим. Расклад, конечно, сложный. Убирать придется много. Ну, давайте попробуем сделать коррекцию. Так. Ой. Ну, пускай взвешивают. Пускай разбитое сердце мы уберем. Дети ваши, его, общие, пускай будут. Минимальное сексуальное увлечение к вам тоже оставим. То, что вы его королева жезл, кубков, естественно, оставляем. Да, вот у нас получается, что он пусть и перед выбором находится, и вы перед выбором. Но вы для него желанна эмоционально и сексуально. Давайте уберем, чтобы мы узнали те препятствия, которые в его жизни, то, что он от вас скрывает. Давайте уберем то, что он хочет оставаться в своем мире. Его иллюзии, которые он рассказывает. Так, пускай зарабатывает деньги. Ваше желание уйти уберем. Оставляем короля кубков, то есть что он вас хочет, испытывает к вам очень хорошие эмоции, движется к вам. Тяжело то, что ему мы убираем. Сексуальное влечение давайте заменим, положим на вас, а не на кого-то там другого, да. Опять же, то, что вы ему четко говорите, пускай это произойдет, о ваших чувствах, о ваших планах, ваши действия. Да, вот этот разговор оставим. Уберем то, что у вас разбитое сердце. Скажем, что это, сделаем, что это ваша работа над этими отношениями. Уберем его непонимание всей ситуации, что он хочет, что не хочет. Давайте оставим мудрость. Мудрость, счастье в доме. Перетягивание каната уберем, и уберем, естественно, смерть этой ситуации. Итак, вот смотрите, сколько у нас противоречий в этих отношениях. Девочки, если вы не хотите корректировать, если вы посмотрели на этот расклад и приняли свое решение, вы не обязаны смотреть до конца. А я работаю с теми, для кого эти отношения очень важны. Те, которые готовы работать над этими отношениями. И мы сделаем для них коррекцию. Смотрите, что у вас получилось. Кратко проходим. Вы взвешиваете эти отношения. Есть дети, есть
сексуальное его влечение, есть то, что он вас любит, чувствует к вам, он зарабатывает деньги, стремится к вам, хочет к вам приехать. Много эмоций и действий вы показываете ему и работаете над тем, чтобы он понял, что он вам важен, да, и будет счастье по мудрости. Вот такой расклад вышел. Поработаем с картами. Заберем карту мира. Ее редактировать нельзя. Так, работаем над вот этими препятствиями. Давайте, девочки. Ну, кто знает меня, кто смотрит, большинство знает уже. Сейчас обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям, к тем высшим чудесным силам, к которым вы обычно обращаетесь, чтобы они сделали расклад таким, как мы его сложили, и убрали все эти препятствия, неприятности, негатив, который показал расклад карт Таро. Итак, я ищу карту мира. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь. Можно пока открыть субтитры, чтобы за мной повторять. Да? Карта суд есть. И ищу карту мира. И мы постараемся убрать все препятствия, которые показал данный достаточно сложные отношения, расклад карт Таро. Так. Карты ездят. Нелегко в этих отношениях. Нелегко. Так, девочки, сосредоточились. Накрываю Верховным судом. Потому что Верховный суд, он слеп. Он на небесах прозревает. Ему нужно говорить о своих трудностях, препятствиях, просить. Ну и карта мир, чтобы все было по миру, так как дано Богом. Богом любым. Так, я сосредотачиваюсь. Подождите секунду. Вспоминаю весь расклад, все препятствия. Вы тоже. Вы можете выбрать свои препятствия, их вспомнить и присоединиться к нашей молитве. Итак, обращаясь к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям, пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Прошу убрать все препятствия, которые показал данный расклад карт Таро, то онлайн-гадание, которое мы делали. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. В комментариях пишем спасибо, да будет так. Сейчас проверяем, получилось ли у нас убрать препятствия, которые показал расклад карт Таро, онлайн-гадание, отношения на расстоянии, что он скрывает. Да, получилось. Смотрите, у большинства девочек получилось. То есть он придет вам с кубком эмоций, и он также будет смотреть на вашу семью вашими же глазами, как вы видите счастливую семью, с детьми, с большим количеством перспектив. То есть его мнение изменится. Вот то, что он скрывал, что он хочет быть там, оставаться, да, что ему там хорошо, это изменится. Да будет так. Спасибо высшим силам. Если, девочки, чувствуете, что что-то не так,
да, что еще не совсем. Можно пересматривать этот участок видео, там, где мы обращаемся к высшим силам, силам рода. Можно вспомнить всех своих родственников, которые были, вас любили. Они все желают вам счастья, как к ним всем можно обращаться за помощью. Так, с вами была Луна. Подписывайтесь. В жизни много разных ситуаций, которые очень легко получить совет от карт Таро, и также их корректировать. Ставьте лайки. Если у кого-то такая ситуация, вам попался этот расклад, им можно тоже поделиться. Это принесет пользу. В комментариях напишите свои ситуации, какие у вас проиграются. Да? И не только пишите, но и читайте мои ответы. Я отвечаю. Если вы описываете ситуацию какую-то буквально, когда у меня всплывает картинка, да, я не знаю, когда описываете более подробно про себя, там, мужчину, какая проблема, то я даю дельные советы. Дельные магические советы, скажем так. Так что читайте, что я вам посоветовала. Спасибо, да будет так. Всем добра, счастья, любви, ваша Луна.